Всем привет, меня зовут Ольга. Мы находимся в городе Ижевске, отдел декоративных покрытий ГУРа Декор, в строительном центре Гвоздь, офис 108. Мы снимаем видео для каналов YouTube и Дзен, и нам поступил запрос, почему мы штукатурку все время показываем, а как жидкие обои. То есть нет информации достаточной по нанесению и вообще по характеристикам жидких обоев. У нас они в продаже есть действительно, но мы почему-то не заострялись на этом. Давайте вот рассмотрим сегодня жидкие обои Биопласт. Они по нанесению все абсолютно одинаковые. Это состав из шелковых нитей искусственных и волокна целлюлозы. В них уже добавлен клей. То есть здесь все очень подробно написано, как их вы можете почитать в интернете или даже на сайте у нас это все есть. И написано на этикетке, сколько воды добавлять. Например, вот это килограмм. И вообще они все по килограмму. Даже если пакетик меньше кажется, там все равно килограмм. Зависит от толщины нити. То есть чем тяжелее нить, тем меньше будет пакетик. Например, этого пакета хватает на 3 квадратных метра. И для того, чтобы его разбавить, нужно 5 литров воды вот на этот килограмм. Внимательно читайте инструкцию, она написана на каждом пакете. Мы сейчас взяли пакет, который рассчитан на 3 квадратных метра. Это килограмм, и развести его нужно в 5 литрах воды. То есть мы налили воду, вот прям вот так вот. Высыпаем сюда обои, клеящий состав уже внутри. Мы их вот так вот высыпаем, и прямо можно руками перемешивать. Перемешиваем, вот смотрите. И оставим их на 8 часов. Если у вас другой производитель, не Биопласт, например, да, может быть там написано не 8 часов, а 12. Это обязательно написано, читайте внимательно. Вот так вот перемешиваем и оставляем. Завтра мы их будем наносить, а сегодня, после того, как мы их замочили, мы можем подготовить стену, обработав ее кварцгрунтом. Пока у нас замачиваются обои, они у нас набухают, мы можем обработать стену кварцгрунтом. То есть это такая грунтовка специальная. Она имеет плотное основание, как краска, то есть укрывает стену, и создает шероховатость на поверхности за счет кварцевого песка. То есть грунтовка с кварцевым песком. Вопрос был в комментарии. Колируют его или не колируют. Его можно заколировать в цвет обоев. Но там, где продают обои жидкие, как правило, во-первых, кварцгрунт никто вам не заколирует, они просто этого сделать не смогут. Его чаще всего не колируют, то есть прям белым наносят. И на самом деле ничего так особо не просвечивает. Мы сегодня нанесем его серым, а обои будут у нас совсем не серого цвета. И вы увидите, что не просвечивает. Ну, конечно, если заколируете, то было бы тоже неплохо. Наносим грунтовку с помощью валика, как будто бы вы красите. Вот она. Кварцгрунт. Это вот такая вот грунтовка. Мы ее часто в роликах снимаем. У нас бывает она под штукатурку декоративную. И также такой же грунт используется под обои, под жидкие обои. Эти песчинки, они создают шероховатость, по которой легче тянется. Жидкие обои – это состав из шелковых нитей, он достаточно скользкий. То есть, когда вы его по стене пытаетесь размазать, это все проскальзывает. Так вот, кварцгрунт помогает сцеплению. Но как вариант, у этого материала есть свои поклонники, и есть люди, кто делает только жидкие обои. То ради бога, вот мы покажем, как их наносить. Зрительно комфортно. Есть определенные у них теплоизоляция, звукоизоляция. Вот такой вот серенький кварцгрунт. Сейчас у нас высыхает кварцгрунт и набухают обои. Завтра мы с вами нанесем. После того, как высох у нас кварцгрунт и прошло время, необходимое для замачивания обоев, это 8 часов. Вот они такие получились, смотрите. Такая вот густая масса, рукой покажу. Вот такая вот жижа. И вот эту вот жижу мы должны нанести на стену и размазать ее с помощью вот такой пластиковой кельмы. Это жесткая пластиковая кельма, прозрачная, удобная для нанесения. Так, что есть, какой момент? Вопросы. Воды наливать изначально нужно ровно столько, сколько написано на пакете. Например, было у нас написано на 1 килограмм 5 литров воды. Мы так и развели. После того, как прошло 8 часов, мы можем понять, удобна ли нам вот эта вот консистенция. Можно чуть-чуть воды еще добавить. Так будет легче некоторым, бывает легче.
На 5-10% можно воды налить побольше. Также еще вопрос. Ждать нужно ровно 8 часов, как написано на пакете, или можно больше? Можно больше. Если вы разбавили обои, прошло 8 часов и время 3 часа ночи, вы же не побежите наносить, пусть будет больше. Но время вот это вот, оно ограничено. Вот это вот как ткань. И если она будет 2-3 суток стоять, она будет киснуть. Вот это вы должны понимать. Она прокиснет и будет вонять. Наносим. В процессе сейчас еще некоторые моменты, что вспомню, расскажу. Мы должны взять вот эту вот кисю-мисю, положить ее на кельму. Это достаточно скользкий состав получается. И мы его размазываем, смотрите, по стене. То есть мы должны его размазать, у нас вода, то есть это жидко. И вот так вот мы его тянем. Рукой где-то можно, это обязательно будет. Пусть мне сейчас напишут, что это не профессионально, но без этого не обходится. Такой момент. Вы когда наносите, вам все время кажется, что надо погуще, погуще. И после того, как вы уже нанесли больше половины комнаты, вы начинаете понимать, что вам не хватает процентов 30. Не надо делать густо, делайте тоньше, 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 тоньше. Пока вот этот состав сырой, он просвечивает. То есть видно стену из-под него. Как только он высыхает, это все сравнивается. И даже если где-то вот после высыхания у вас получится лысина, вы потом возьмете вот так вот рукой и туда его пришмякаете. То есть нужно делать тоньше, тогда хватит. То есть на пакете написан расход, он соответствует, если правильно наносить. И размазываем. У обоев также расход, например, 1 килограмма пакета хватит некоторых артикулов на 3 квадратных метра, других артикулов хватит там на 5 квадратных метров, на 6, все зависит от толщины нити. То есть чем толще нить, больше добавок, тем расход будет выше у обоев. Я прям рукой возьму, никто не против, и вот так вот, и растащим. Можно делать шпателем. То есть у нас под кельмой видно все, что происходит на стене, и это удобно. И прямо растягиваем, растягиваем, растягиваем. Как быть с углами внутренними, наружными? Да так же. Вот у вас здесь угол, вы его туда растаскиваете и все. Вот. Еще такой момент. Жидкие обои, это вот такой вот очень состав, он очень влажный. У него есть определенные плюсы у этого материала и также есть минусы. Например, если это вторичное жилье, не новостройка, какой-нибудь кирпичный дом, Сталинка или еще что-то, да, внутри когда-то при царе Горохе строили дома, и там вот желтые пятна могут вылазить. То есть вот эта влага, она очень глубоко пропитывается в стену, долго сохнет, и при высыхании тянет наружу желтые пятна. Вот чтобы этих не было пятен, стену предварительно обрабатывать можно не только кварцгрунтом, но еще есть грунтовки специальные, блокирующие воду. Акваблок, например, у биопласта, чтобы не было желтых пятен. То есть кварцгрунт вас от желтых пятен не спасет. Он только даст однородную поверхность, ну то есть цвет однородный даст стене и шероховатость для удобства. Чтобы вот этот скользкий состав не был легче, наносился легче. Все, вот так вот наносим, растягиваем и все. Где-то не нравится, поправляем прямо руками. Достаточно легко и быстро. Очень зрительно комфортно с ними. То есть жидкие обои — это такой зрительный комфорт, это дополнительная теплоизоляция, шумоизоляция. Совсем незначимая, я думаю, для человеческого уха звукоизоляция, но однако она есть. Однако она есть. Это бесшовное покрытие, то есть нету никаких швов, они у вас не ослоятся, ничего. Но минус такой, если у вас есть, то не рекомендую. Также пятна. Если, например, пятно посадили, то используем пятновыводители для ткани, либо вот у вас сухая поверхность и пятно посадили. Выдираем прямо этот клок и ремонтируем его частично, то есть прямо туда кусок. Но для этого нужно, чтобы у вас остался тот же самый артикул.
что вы наносили, потому что вот обои же обычные все клеили, все знают, что такое обычные обои. Вы сегодня купили обои, через 2 месяца вы их докупаете, и уже другой оттенок. И здесь то же самое, оттенок будет другой. С этим никак вот не справиться. Поэтому, если вы планируете ремонтировать частично, то берите сразу пакет на запас, пусть он у вас лежит. Вопрос еще такой. У вас осталось, например, там 2 килограмма вот такой жидкой смеси. Можно ее в пакет завернуть и в морозилку засунуть. Пусть она там лежит. Если надо, достанете, разморозите и подремонтируете. Это видео, напоминаю, снято для подписчиков наших каналов. Его у нас просили рассказать некоторые моменты. Также был вопрос, можно ли их покрывать лаком. Можно. Почему нет? Покройте. Лишним не будет. Каким лаком? Акриловым. Можно покрыть. Например, это если кухня или коридор, то вполне. Наносите тоньше. Вопрос еще один. Если вы не успели сделать стену, например, вот у вас вот так стена, вы не успели, и вам надо срочно бежать на работу. Можно ли прийти и потом доделать эту стену на середине прямо стены? В принципе, да. Только оставляйте не вот такой вот край, не вот такой, а рваный. То есть пусть он будет у вас вот такой вот рваный край. И вы придете и доделаете. В этом ничего страшного нет, в этом тоже у них плюс у обоих. Сейчас мы его доделаем, он у нас будет симпатичный. Высохнет, он немножко поменяет цвет, но смысл уже останется. То есть все, что вы выбрали, например, артикул какой вы посмотрели в каталоге в магазине, он вот такой уже приедет с завода. Его колеровать не нужно, он уже готовый. Например, вы наносите, и у вас закончилось, и вам не хватило вот на эти кусочки. Растягивайте туда. Вот смотрите, он тянется. Растягивайте. То есть это такие ниточки, которые позволяют регулировать расход. Это ж не обои обычные, которые полосу поклеили и все, и дальше некуда. Вот, потянули, и вам все хватит. Потащили, потянули и занастряпали себе вот такую красоту. Разница между обоями, да, производителей. Для вас, как для потребителя, выбирайте на вид вот то, что понравилось, то и берите. Вот так вот мы разглаживаем, видите? Вот. Ниточки тянутся. И обратите внимание, нужно ли колеровать кварцгрунт в цвет обоев. Нет, видите, ничего не видно там под ним. Не нужно его колеровать. Ну, если хотите, можете заколеровать, так будет спокойнее, потому что спокойствие это тоже очень важно. Вот и все. Вот так наносятся обои. Если мы чего-то не договорили и у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях, мы вам обязательно ответим. Если есть пожелания по съемке каких-то других видео, то обязательно пишите. Всем пока, ставьте лайк обязательно и подписывайтесь на нас.